Друзья, приветствую вас. Это вторая часть утреннего обзора. Давайте рассмотрим то, что интересует в наибольшей степени. Это евро-доллар, это РТС, это российские акции, голубые фишки, которые сегодня весьма вероятно могут представлять значительный интерес. Так, друзья, давайте начнем с евро-доллара, 4-часовой таймфрейм. Сейчас 9:35 по Москве. Идет тестирование диапазона 1,18 10, 1,18. Вот если этот диапазончик сейчас пробивается и возникает закрепление под ним, то у нас, увы, по евро-доллару ждет сегодня дальнейший коррекционный откат. Сначала в эту область, потом, возможно, тестирование 1,1760. Если сейчас пробой вот этот не происходит и не закрепляется под этим значением евро-доллар, то у нас здесь будет проторговочка. И эта проторговочка приведет к тому, что отсюда разовьется на сегодня отскок коррекционный, у которого цель 1,1861. Пока вот эта задача не решена, но, судя по всему, большая вероятность того, что сегодня 1,1861 либо до заседания ФРС, либо после, она будет сделана. Правда, после заседания ФРС весьма вероятно будет уже накануне очень высокой волатильности движения туда-сюда. Так, друзья, далее фьючерс на индекс РТС. Здесь все отлично. Сейчас идет движение, цель которого 160 500. В случае пробоя верхней границы отсюда происходит импульс движения, у которого конечная цель это достижение вот этих максимумов 163 500. Если здесь возникает сейчас коррекционный откат и пробой уровня 158 500, то нас ждет сначала задерка на 157 400-300, и в случае, если здесь не удерживается, следующая цель это тестирование вот этого донышка 155 000. А сейчас, я думаю, в наибольшей степени вероятно движение к верхней границе, попытка ее пробить и сходить на 161 800, 162 000. Так, друзья, далее Газпром. Вчера Газпром несколько просадили, но это и хорошо, он подешевел. Пока по Газпрому все вот эти движения, связанные с просадками, они очень активно, очень сильно выкупаются. Идет, судя по всему, набор позиций перед движением наверх. Есть у нас бронебойный уровень, это 270-273. Сейчас диапазон такой, он расширился. Если этот диапазон не пробивается, то, соответственно, Газпром смотрит только на движение вверх. То есть вот эти просадки, вот эти распродажи, они всего лишь игра в рамках набора позиций, не более и не менее. Вот, соответственно, сейчас у нас этот уровень волшебный, он чуть-чуть повыше локально, 276,4, вот здесь он проходит. Если мы диапазон 276,4, 276 сегодня не пробиваем, это было бы очень хорошо, потому что в этой ситуации уже сегодня по Газпрому будет коррекционный отскок, у которого цель движения находится вот здесь 283,22. Соответственно, если здесь возникает проторговка закрепления, то следующая цель отсюда тестирование 287 в случае пробоя закрытия гэпа. Если будет пробой вот этого значения, то мы уходим тестировать диапазон 273-270. Такое возможно, но вероятность этого, с моей точки зрения, на текущий момент невысока. Более вероятно движение вот сюда, к верхней границе вот этой консолидации. Так, друзья, далее Сбербанк. Сбербанк. Начинает он хандрить, падать. Пока что, я думаю, здесь особых оснований для падежа нету. Видите, опять же, 300-298 сейчас. Вот этот диапазон, он весьма вероятно сдержит падение, и отсюда пойдет отскок. Цели наверху, которые первые 309, следующие 314, пока не отработаны. Вот. И здесь, если мы вот этот диапазончик 300-298 все-таки пробиваем, то у нас цель движения будет находиться в районе 292. Пока такой сценарий мне видится маловероятным, разве что на фоне волатильности, паники так называемой в преддверии заседания ФРС это может произойти. Но в большей степени мне сейчас рисуется картина удержания
на текущих значениях, либо в этом диапазоне, и коррекционный отскок. Сегодня попытка сходить на 304, возможно 306. Так, друзья, далее ГМК, Норильский никель, дневной таймфрейм. Здесь пошел однозначно движняк. Цели, которые здесь стояли, они пока еще в полном объеме не выполнены. Ну, немножко что-то раздали, но я так понимаю, судя по объему сделок, здесь, наверное, эта раздача, она не произошла в полном объеме, и должно продолжиться движение наверх. Первая цель вот сюда, вот 260, 26 500, 400, и потом попытаться вот этот экран взять. Так, друзья, на 4-часовик, если переходить, по Норникелю пошел коррекционный откат, но смотрите, вот этот коррекционный откат, у него есть диапазон 25 250, 25 200. Если этот диапазон не будет пробит, то это очень хорошо, потому что тогда уже сегодня у нас отсюда пойдет импульс движения 25 900 и потом движение на 26 200. Если все-таки мы сейчас этот диапазончик берем, то он уходит либо коротенький задерг, либо проторговаться в районе 25 тысяч. Я думаю, более вероятно сейчас движение вверх и как минимум тестирование вот этой верхней границы 25 950, 26. Так, друзья, далее давайте рассмотрим Северсталь. Чермет с одной стороны очень сильно радует своим движением, с другой стороны то, что происходит в Китае, оно в любой момент может сложить рынки, и в первую очередь черную металлургию. Но смотрите, по дневочке одна цель выполнена, Вот, поэтому сейчас идет вопрос относительно закрепления, удержания в достигнутом диапазоне, то есть выше 1750. Если такое происходит в ближайшие дни, то не за горами, уже на этой или следующей неделе движение, цель которого будет возможно переписать вот этот максимум, ну как минимум сходить вот сюда вот на 1850-1860. Так, друзья, далее вот Хантер, который в последнее время очень интересно, очень активно ходит. Вчера был ложный пробой 3100, это у него локальный уровень очень сильный. И после того, как этот пробой состоялся, его фактически откупили. Ну и здесь на сегодняшний день, если не повторяется движение с пробоем 3050, то, соответственно, отсюда произойдет отскок по акциям Headhunter. Цель движения в этом отскоке находится вот здесь вот в районе 3320, 3300, здесь вот в этом диапазоне. Если здесь возникает пробой, то пойдет просадочка, цель которой 2800, возможно 2750, вот сюда вот этот диапазон. Так, друзья, далее вопрос был по Русгидро, дневной таймфрейм акций. Смотрите, здесь сейчас Русгидро, она застряла вот в этой проторговочке. Верхняя граница это 80,6 копейки, нижняя граница, соответственно, проходит на 78,5 копеек. Здесь пока что предпосылок для движения ни вверх, ни вниз нету. В случае пробоя 80,5 у нее сразу может возникнуть молниеносно импульс движения на 81,76. Но с моей точки зрения на текущий момент больше других идей сейчас еще немножко не пришло время для Русгидро. Вот. Но опять же, вот этот уровень 80,5 копеек, если он пробивается, движение наверх вот такое может произойти очень молниеносно. В идеале у него цель движения находится вот здесь вот 83, вот, но вот эта цель она более близкая. Но я думаю, все-таки больше вероятность того, чтобы оно сейчас вот в этом диапазоне поколебалось, походило, набрала аппетита и позиций. Так, друзья, далее ВТБ. Ну смотрите, ВТБ здесь опять же ситуация, она схожа с Русгидро, схожа в каком плане? В том, что пока эту бумагу ей не начали уделять внимание. По дневному таймфрейму еще должны какое-то время поколебаться, возможно потестить 45 4,57 копейки по ВТБ. Если переходить на 4-часовик, то здесь по ВТБ сформировался разворот. И сегодня, либо в ближайшие дни, если ФРС рынки не обрушит, ждет движение вверх, цель его 44,69 копейки.
Ну и опять же, вот этот уровень, точнее, вот этот диапазончик, если он пробивается, то будет развиваться просадка по акциям ВТБ. Так, друзья, далее Яндекс. Здесь вот падеж Яндекса начался. Но какой здесь есть момент? Вот вчера то, что произошло, оно указывает на то, что посрезали стопы. И в такой ситуации весьма возможно на этой неделе произойдет коррекционный отскок на 5150. В каком случае такого движения не будет, если будет повторное движение вниз и пробой 4950. На самом деле у него железобетонный уровень это 4900. Вот если этот уровень не пробивается, все эти движения, они будут приводить только к росту. То есть да, немножко обрушили, откупили, потом пошли наверх. Так, но если переходить на часовик, здесь ситуация неопределенная. И ее, я так думаю, можно следующим образом истрактовать. Если не пойдет сейчас на открытии в первой половине дня движение вниз и пробой 4970, 4950 вот этого диапазончика, то, соответственно, здесь это либо сразу приведет к отскоку, цели отскока первая 5150, вот сюда вот. Соответственно, если здесь удерживаемся, следующая цель это переписать вот этот максимум. Если все-таки здесь возникает пробой, ну тогда все 4900 и возможно даже коротенький задерг ниже. Так, друзья, далее Лукойл. Там мне пришло письмо от подписчика, что вроде как очень много инсайдеров тарит Лукойл. Но опять же, это информация из открытых источников, никаких тайн здесь нету. Если от месячного таймфрейма переходить к дневке, действительно здесь идет сейчас игра на накопление. Цель вот этого накопления, которое здесь происходит, это отскок на 6950, вот сюда вот. Соответственно, в ближайшее время это движение может быть легко реализовано, если не произойдет пробитие 6150. Все условия для того, чтобы здесь отскочить, они созрели. И в ближайшее время Лукойл может вполне такое движение показать. Так, друзья, далее Магнит. Здесь тоже пошло интересное движение. Пробили 5150, сильный уровень, закрепились. И на текущий момент, если у нас не возникает коррекционный откат с пробитием 5090, по Магниту у нас цель движения находится вот здесь вот на 5390. Закрепляемся здесь, торгуемся какое-то время. Следующая цель движения будет 5650 и тестирование локального хая. Друзья, в общем-то все, основные бумаги. Если понравилось, подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Удачных торгов!